Сегодня мы находимся на нашем канале «Дело мастера боится», на нашей веселой кухне. Вот у меня сегодня со мной рядышком маленькая наша помощница Валюша. И мы решили сегодня приготовить очень вкусный хворост с сахарной пудрой. Дети очень любят, он воздушный идет, он идет к чаю, к молоку. Можно использовать также с компотом, можно использовать соком, с десертом всевозможным. Они хрустящие, золотистого цвета, очень вкусные. Для того, чтобы приготовить хворост, нам нужны такие ингредиенты. 1,5-2 стакана кефира, 2 яйца, полстакана сахара, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли, а также 2 столовых ложки оливьи. Оливья желательно рафинированной, без запаха. И муки, я в данный момент положила 4 стакана. Мука бывает, конечно, разной рыхлости, разной плотности, поэтому у меня вышло 4 стакана муки. Тесто должно быть мягкое, чтобы не прилипало к рукам, как на пироги. Когда замешиваем хорошо тесто, нужно смотреть, чтобы оно было хорошее, мягкое. Оно должно полежать в приготовленном виде минут 20, улежаться, для того, чтобы хворост был более воздушный. Да, еще забыла сказать, в одном рецепте я использую, можно использовать пол чайной ложки соды, можно не использовать, но сода дает более рыхлость, дает более хрумкость, то есть она дает более их воздушными, они больше становятся, то есть делаешь квадратики небольшие, но они при том, как жарятся в олее, они стоят больше, поэтому для детей это интереснее, ложи маленькие, вытягиваем больше. Теперь берем, делим тесто наше на 4 части, можно на больше частей, но я в данный момент поделила на 4 части. Вот таком шарике, вот как они находятся, мы берем, раскатываем, желательно прямоугольное, либо круг теста. Желательно делать прямоугольник, либо квадрат. Почему? Потому что для удобно очень потом вырезать полосочки, то есть делать ромбики с них. По ходу вы сейчас будете видеть, как я все это делаю. Раскатываем тесто, лишнее, чтобы руки не прилипали, лишнее мы со стола убираем. Вот, чтобы руки не прилипали, мы обязательно обмазываем руки мукой. Колечки, как видите, свои, все золото я поснимала, для того, чтобы оно не мешало, не прилипало к рукам, тесто не забивалось, поэтому все лишние бижутерии, все лишнее убрать. Когда на кухне работаешь, руки должны в идеально чистом состоянии быть. И для того, чтобы было очень вкусно, очень красиво, мы должны стараться. Тесто – это очень тонкая работа, поэтому оно требует нежности, требует тонкости. Получились вот такие квадратики. Затем эти квадратики мы берем, делаем маленькие надрезики. Маленькие надрезики делаем, вот такие, для того, чтобы потом можно было вывернуть эти квадратики и сделать вот в такой форме. Квадратики, как говорится. И выворачиваем вот так вот, в таком положении. Досточку при этом желательно посыпать, для того, чтобы тесто не прилипало. Досточку посыпать. И выворачиваем каждый наш, так сказать, блинчик. Форма может быть оригинальная, может быть ромбом, может быть треугольником. То есть это ваша фантазия, ваш вкус. Что любят делать. У меня дети любят разных форм куролесить, поэтому я особо времени не утрачаюсь на разные кренделя, на разные виды. Как получилось, так и получилось. Валя уже вот и руки замазала. Что ты слепила? Я слепила колобка.
Это какой-то у тебя лизун получился. Что-то непонятное. Придется, наверное, Валечку еще отмывать в ванной после этого приготовления хвороста. Потому что это же тесто. А тесто всегда прилепляет. Потом добавим муки, и у тебя ручки отлипнут. Да. А нет, отмываются легко. Учитесь, как надо делать. Пока у нас мы делаем наши формочки, у нас должно Смотрите, хорошо что я делаю. разогреться масло на температуре 180 градусов. То есть на полную мощь мы включаем масло. Кастрюля должна быть желательно, или миска должна быть алюминиевая, для того, чтобы не пригорало масло. В данный момент я использую алюминиевую кастрюльку. Когда хорошо разогреется, будет в нашей емкости масло трещать на огне, мы ложим наш хворост, газ уменьшаем и на слабом огне зажариваем его. Масло наше почти готово, поэтому Папа, мы берем, покажи. Смотри, что я делаю. ложим наш хворост, ложим не по многу, для того, чтобы не прилипали. Затем ложечкой мы берем, все это как бы помешиваем. Когда мы положили, я уже как рассказывала, наши хворосты, положила в олею, они начинают подрумяниваться. Но, естественно, подрумянивается только одна сторона, та, которая находится в масле. Так как они всплывают вверх, вы видите, в каком состоянии. Почему их много нельзя ложить? Для того, чтобы экономить немножко на олею. Мы должны следить за тем, чтобы низ не сгорел, а верх будет при этом сырой. Для этого мы берем, можно пластмассовую миску такую, ничего абсолютно не будет, она не поплавится, ничего. Обязательно берем шумовку, для того, чтобы вытягивать потом наш хворост, чтобы оно стекало с олеем. Но я, так как что у меня дети не любят жирную, потому что олея будет стекать, я возьму тарелку, обыкновенно сначала буду вылаживать их на обыкновенную тарелку, но при этом, перед тем, как выкладывать, мы должны обязательно брать обыкновенную ложку, может десертную, может столовую, и обязательно переворачивать наш хворост. Это для того, чтобы, видите, какие они встают, а если золотистые, сильно не пережаривать, чтобы были вкусные. Да. Когда мы вытягиваем на тарелочку, они минут 10-15 лежат, ну, достаточно, может, даже 5-10 минут, в принципе, 15 это много. Они остынут, мы выложим туда. Как только хворосты наши все будут пожаренные, все будут остывшие, мы должны взять, перемолоть через блендер или кофемолку наш сахар и сделать, приготовить сахарную пудру. И только когда остынет полностью хворост, он будет комнатной температуры, ни в коем случае не горячий, так как он питает в себя сахарную пудру, мы посыпаем этот хворост сахарной пудрой. Но это на любителя. Не каждый любит сахарную пудру. Мои дети любят, они любят сладкое все, они любят, чтобы было все красивое. Поэтому вот получается первые у нас вот такие вот хворосты. Вот в таком виде ложим следующую партию хвороста. Смотрите, как они на глазах просто у нас увеличиваются. Они стают воздушные. А это все потому, что мы, когда замешивали тесто, я положила всего лишь чайной ложечки соды пищевой. И она стала просто наше тесто возвышать. Тесто встает набухшим, оно встает воздушным, оно встает прям нежное такое, вы видите? Переходим ко второму этапу. У нас получились вот такие красивые хворосты, румяненькие, все такие шоколадненькие. Просто пальчики оближешь. Теперь мы берем наш блендер, насыпаем сахар. Ну, сахар можно сыпать в неограниченном количестве, то есть кто сколько любит. Вставляем наш блендер
И начинаем перемеливать. Сахарную пудру на сахар превращаем. Для того, чтобы посыпать. Молоть нужно несколько секунд, потом смотреть. Видите, как видите, получается сахарная пудра. Молоть нужно минута-две максимум, если хороший блендер, либо же в кофемолке. Теперь можем взять, посмотреть. Отлично. Посмотрите, в каком состоянии у нас получилась сахарная пудра. Кристаллизованная, очень вкусная, аппетитная. Надеемся, что наши хрустики будут тоже вкусные и тоже аппетитные. Сейчас мы берем наши хрустики, посыпаем. Не бойтесь, если нижние не посыпятся, потом мы стряхнем их. И вся пудра, которая идет сверху, она осыпется вниз. Как снег падает с неба сверху, с веточек на пол, на асфальт, на машины, по которым мы потом ходим. У нас получаются эти хрусты немного похожие на снег, как груды камней, усеянные морские белой солью, либо же снегом во время зимы. Вот так вот аппетитно получается, очень вкусно, очень красиво, а главное недорого, потому что мы использовали природные ингредиенты, максимум любви, потому что каждое тесто любит ласку, заботу, любит нежность, поэтому всегда, что нужно выполнять с теста, все изделия, они должны приготовлены быть с любовью. Поэтому вам желаем приятного аппетита всем. Пробуйте наш рецепт. Очень вкусно, выгодно, а самое главное, очень полезно. Они малокалорийные, поэтому можно есть и диабетчикам, детям, и всем, кто больные желудком. Поэтому я желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал. Желаем всем всего самого хорошего и пробуйте наши вкусы. Пока.